Привет! Что вы знаете о Windows 8? То, что она из-за нового меню пуск яро провалилась, несмотря на огромную рекламную кампанию? А знали ли вы, что Windows 8 изначально планировалась кардинально иной в плане дизайна? А то, что она могла содержать Windows Aero, но позже не отказались от этой затеи? Нет? В этом видео мы рассмотрим историю разработки Windows 8, ее ключевые моменты, взглянем на ее рекламную кампанию и узнаем причины провала этой системы. Не будем тянуть кота за хвост и давайте приступим. Разработка новой версии Windows началась незадолго до выпуска Windows 7, о истории разработки которой я недавно рассказывал в одном из своих видео. И как раз в то время было не совсем ясно, какой будет дальше Windows. А бывший глава Windows Стивен Стиновский в 2010 году продемонстрировал сотрудникам компании ранний концепт Windows 8, а совсем недавно он выложил эти концепты в сеть, на публичное обозрение. Гуляли даже разговоры о том, что следующее поколение Windows будет только для 64-битных компьютеров, а само ядро получит новую цифру – NT 7.0. Однако с началом первых утечек все это не подтвердилось, и эти теории были уничтожены в пух и прах. Утечки образов показали то, что Microsoft собирала системы с ядром версии 6.2, а не 7.0. А также прилагала в комплекте не только 64-битный вариант образа, но и 32-битный. Еще раз это удалось подтвердить на международной выставке потребительской электроники, или же просто CES, в 2011 году, на которой представили некую Windows 8, запущенную на компьютере с ARM-процессором. Версия Windows, или же, скорее всего, сборка, стояла там следующая – 6.2.7867. Первые цифры так и хотят нам сказать – версия ядра здесь 6.2. Но почему так? Возможным ответом на этот вопрос является желание Microsoft обеспечить совместимость с более старыми программами, написанными для уже выпущенных и на тот момент актуальных версий Windows. И честно сказать, даже хочется спросить, а они эту планку до сих пор держат? Кроме майлстоунов, которые обозначали этапы разработки системы внутри компании, Microsoft выкладывала бета-версии Windows 8 в публичное пространство для тестирования каждому заинтересованному. Такие, так скажем, майлстоуны имели названия как Developer Preview, Consumer Preview и Release Preview. И, собственно, мы на это все посмотрим, взглянем, что они делали и с чем их преподносила Microsoft. Windows 8 Milestone 1. Из этого этапа мы рассмотрим билд 7777. В сборке 7777, которая вышла в июле 2010 года, здесь от Windows 7 пока толком ничего не поменялось. Оно и понятно, начало всех начал. Тот же установщик из релиза, тот же экран загрузки, первоначальная настройка и экран входа в аккаунт. В принципе, такое характерно для почти каждой системы во время разработки ее новой версии, ну да ладно. Из нового здесь Internet Explorer 9, нативная поддержка контроллеров USB 3.0, новый стандартный фон рабочего стола, который мягко говорит нам «не сливайте наши труды». А внизу там твердо сообщается, что мы получим по одному месту за распространение технических сборок во время периода разработки системы. Кроме всего этого, в системе появились новые функции, которые требуют постоянного подключения к интернету. Это функции синхронизации параметров с аккаунтом и устройствами, магазин Windows и система push-уведомлений. Протестировать их уже не получится из-за отсутствия доступа к серверам Microsoft, так как за все это время уже успели измениться API и адреса к некоторым сервисам. К примеру, API входа в аккаунт Microsoft. Был такой случай, когда мой знакомый поставил Microsoft Office 2013 года на свой ПК. И когда он пытался войти в аккаунт, у него это так-то получилось, да, но некоторые данные уже невозможно было получить из-за изменения в API. Также в этой сборке появились файлы twinapi.dll и twinui.dll. Эти файлы в будущем будут отвечать за весь метаинтерфейс в системе, но на данный момент они просто как плейсхолдеры. В лицензионном соглашении появились первые упоминания о Windows 8, а справка и поддержка получила новый дизайн. А сейчас настало время сборки 7973. Это уже Windows 8 Milestone 3, то есть третий этап разработки. Данная сборка была выпущена 30 марта 2011 года. Да, как можно заметить, разница между предыдущей обозреваемой сборкой чуть ли не в год. Здесь мы смотрим самое значимое, так как большинство сборок содержат различные мелкие изменения. Рассматривать здесь каждую и удивляться тому, что, например, передвинули кнопку «Отмена» на 1 пиксель, как-то не круто.
Собственно, сборка 7973. Здесь она уже кардинально отличается от того, что мы смотрели раньше. Как уже заметно, в системе теперь новый экран загрузки, да и сам загрузчик тоже. В плане установщика он пока не изменился, а вот в плане первоначальной настройки мне здесь есть что сказать. Дизайн остался таким же, но вот вместо логотипа Windows здесь красуется надпись Microsoft Confidential. И здесь теперь по умолчанию включена Windows Aero, а последовательность этапов была переделана. Теперь вам понадобится указать только имя вашего ПК, выбрать тип сети и в конце создать учетную запись. А в целом она пока больше ничем не отличается от оригинала. Экран входа также подвергся изменениям, из него исчез логотип Windows 7. И вот мы на рабочем столе. Как уже сразу можно заметить, возле кнопки сворачивания всех окон появилась, так скажем, наша аватарка аккаунта, при нажатии на которую откроется меню, где мы можем открыть настройки нашего аккаунта, панель управления, сменить аватар и, собственно, выключить компьютер и выйти. Меню пуск теперь не ведет запись недавно открытых программ, а текст в заголовке окна стал посередине. И вы думаете, что на этом все? Нет. Большинство новых функций здесь заблокировано и отключено, по классике. И если в Windows 7 для открытия спрятанного функционала нам помогала программа BluePill, то здесь в этом поможет программа RedLock. Суть у этой программы точно такая же, как и BluePill. Открытие заблокированного и спрятанного в бета-версиях Windows функционала. И после RedLock система открывается перед нами с другой стороны. Перед нами появляется первая наработка интерфейса Metro в виде нового меню пуск, который станет основным дизайном будущей Windows 8. Концепция Metro UI до этого использовалась в Windows Phone 7 и в Player Zune. Кроме нового меню пуск, здесь появились и первые Metro приложения, панель управления, которая имеет очень урезанный функционал, и MS Help, который банально не работает, но всему свое время. Также здесь открывается новый дизайн окна автозапуска. Приблизительно в этом периоде разработки появляется такое понятие, как быстрый запуск, Ribbon интерфейс проводника, о нем мы поговорим отдельно, и возможность задать свой узор в качестве пароля. Но и это еще не все. Здесь дебютировал новый диспетчер задач и появилась новая функция как Charms Bar. Оно вызывается сочетанием клавиш Win плюс C. Здесь мы можем получить доступ к меню пуск, недавним приложениям, к окну поделиться, к меню подключения к какому-либо дисплею или проектору и общим быстрым настройкам. Пусть это и тормозит, но такая же концепция этого, так назовем, правого меню, останется и в релизной Windows 8. А теперь поговорим и о проводнике. В нем после применения RedLock появился вкладочный Ribbon дизайн, который до этого спокойно использовался в стандартных Paint и WordPad. Теперь же этот дизайн добрался и до проводника. Здесь есть вкладки Home, Share и View. И во вкладках вместо иконок присутствуют просто оранжевые кружки. Значки просто не были готовы, а чтобы заполнить эту пустоту, сделали вот такие простые заглушки, но сам функционал так-то уже работал. Ну и под конец обзора этой сборки я покажу новый экран смерти, который был в этой бета-сборке. Он просто черного цвета, без какого-либо грустного смайла, но с кодом ошибки и надписью о том, что компьютер должен быть перезагружен. А теперь мы идем дальше. Во время разработки новой версии Windows в сентябре 2011 года проходит конференция Build 2011, где бета-версия Windows 8 официально представляется как Windows 8 Developer Preview. Презентацию провел Стивен Синовский, президент подразделения Microsoft по платформам Windows. Он в очередной раз подчеркнул, что создающаяся ОС позволит переосмыслить Windows, предоставив пользователям ряд новейших возможностей без каких-либо компромиссов. В этом видео мы протестируем сборку Windows 8 Build 8.102, который относится к этапу Developer Preview. Установщик в этой сборке слегка изменился. Задний фон заменяется на одноцветную заливку, а вместо Windows 7 теперь просто красуется надпись Windows. Первоначальная настройка здесь уже не из Windows 7, а полностью новая, в стиле Metro. В релизной Windows 8 дизайн первоначальной настройки, или, как говорят, Out of Box Experience, останется практически таким же, каким он был в бета-версиях, но просто слегка переделают некоторые моменты. Здесь произошло разделение на 4 этапа: Personalize, Wireless, Settings и Logon. В первом этапе задается имя нашему ПК, во втором указывается тип сети, в третьем указываются настройки конфиденциальности и Windows Update, а в четвертом нас просят войти или создать учетную запись Microsoft. Здесь она еще называется как Windows Live ID.
Но локальную учетную запись создать разрешают, уже хорошо. После ООБ-Е появляется новый экран входа, и плавно перед нами дебютирует новый меню-пуск в стиле Metro. Теперь он включен по умолчанию, старый все еще можно вернуть через хаки с реестром, но в более новых бета-сборках от старого меню-пуск откажутся на корню. Большинство изменений находится в Metro-составляющей системы. Как минимум здесь появилась огромная куча новых приложений, как стандартных, так и демонстрационных. Например, из стандартных наконец-таки доделали панель управления. Появились MSN-сервисы в виде погоды, финансов и новостей. Появилась плитка для открытия магазина Windows, который пока недоступен, о чем нам говорит соответствующий текст. А из сторонних здесь очень много игр, рисовалок, неофициальных приложений для социальных сетей и прочих утилит. Некоторые из них, как уже несложно догадаться, больше не работают из-за отсутствия доступа к серверам. А что ж тут есть еще? Например, появилась метро-версия Internet Explorer. Charms Bar получил новый дизайн, и он разворачивается из-под кнопки «Пуск» слева. Обновили экран блокировки, который вызывается на Win+L. Обновили аэротему о квадрате в кнопке. Обновили стандартные фоны рабочего стола. Добавили иконки в Ribbon панель проводника. И начиная с этой сборки, здесь больше нет стандартных игр в виде сапера, косынки и солитера. И их история в составе Windows официально завершается. Новшества и значительные изменения в этой сборке заканчиваются, а так как эта бета-версия была публичной официально, то весь мир увидел новый меню-пуск и начало перехода дизайна интерфейса к упрощенному стилю, при этом практически никак не меняя его концепцию. То есть мы видим те же кнопки управления окном, ту же панель задач и системный трей. Февраль 2012 года. Разработка Windows 8 достигает нового этапа – Consumer Preview, и, соответственно, 29 февраля 2012 года в публичный доступ официально выходит новая бета-сборка системы – Windows 8 Build 8250. Среди ярких отличий здесь можно отметить появление во многих местах нового логотипа Windows, который в будущем станет официальным. Изменение логотипа и фона рабочего стола на рыбку Бетта, только нарисованную в стиле Metro. Возвращение Charms Bar к первичной концепции дизайна и переделки к релизному состоянию. И огромному добавлению стандартных Metro приложений. Сообщения, люди, карты, путешествия, музыкальные и видеоплееры, стандартные игры и Xbox, приложение фотографии, камера, календарь и работающий магазин Windows. Работающий в плане того, что тут уже нет никаких заглушек, он спокойно запускается и пытается соединиться с серверами. И мы забыли об еще двух важных нововведениях. Это новый синий экран смерти, да, опять, но в этот раз PSOT стал больше походить на релизный вариант. Ну и самое страшное для многих — это полное отсутствие кнопки пуск и старого соответствующего меню. В связи с появлением нового меню пуск в стиле Metro, старый его вариант был убран окончательно, а его кнопка стала просто маленьким угловым отступом перед закрепленными приложениями. Спойлер, данный ход станет ошибкой, а сейчас мы с Consumer Preview плавно переходим к Release Preview, или же к новой официальной бета-сборке Windows 8, Windows 8 Build 8400. Вышла она 31 мая 2012 года. Заметных изменений тут уже мало, если не считать новой обои рабочего стола, возможность выбора цвета меню пуск во время первоначальной настройки и отсутствие эффектов прозрачности в Ribbon панелях. По крайней мере, такое очень заметно в проводнике. Забавный факт. Windows 8 Release Preview станет последней бета-версией, которая содержит Windows Aero и ее эффекты. И со сборки 8432, которая вышла 11 июня 2012 года, это было полностью убрано. Окна потеряли какую-либо прозрачность, эффекты Windows Aero и различные анимации переключения окон, которые были в Windows 7. Также здесь появилась анимация при первом входе в новый аккаунт. И как еще можно заметить, здесь практически нет каких-либо Metro-приложений, кроме самых важных по типу панели управления. Это все потому, что эта бета-сборка является не для публичного релиза и использовалась только внутри компании и ее причастных тестировщиков. Данная сборка станет последней для гаджетов рабочего стола. Их впоследствии уберут по причине, как Microsoft заявила, цитата, «Платформа боковой панели Windows 7 имеет серьезные уязвимости, и в Windows 8 возможность использования гаджетов будет недоступна, а их поддержка прекращена». Конец цитаты. И ведь верно!
В Microsoft Learn, официальном справочнике Microsoft, есть отдельная страница, которая рассказывает о том, что, цитата, «найденная уязвимость в гаджетах делает возможным удаленное выполнение кода, и таким образом можно нанести вред компьютеру». Конец цитаты. Но в Microsoft подумали, что легче эту функцию на корню убрать, чем исправлять уязвимости и делать патчи под каждую поддерживаемую на то время версию Windows. Больше никаких изменений Windows 8 получать не будет, за исключением тех самых передвижений кнопок, изменения размеров элементов, мелкого допиливания уже нового функционала. И таким образом 25 июля 2012 года подписывается сборка 9200, которая станет релизной версией системы для публики и производителей. Разработка Windows 8 официально завершена, но до релиза произошло множество подготовительных вещей. И первая вещь — это полный рембрендинг компании Microsoft в конце августа 2012 года, впервые за 25 лет. Логотип теперь содержит не только название компании, но и разноцветный квадратик, палитра которого кое-как отсылает на логотип Windows образца 2000-х. Каждый цвет квадрата обозначает продукт Microsoft. Та же Windows, Office, Xbox и поисковик Bing. И это обновление, как уже несложно догадаться, приурочено к выходу Windows 8. После релиза Windows 8 пошла огромная рекламная кампания по продвижению Windows 8. В интернете, на телевидениях разных стран, в том числе и в России. И вы думали, на этом все? Нет! А как вам рекламные интеграции в ТВ-программах и шоу? Например... Что-то как-то тумбочка стоит неудобно. Сейчас я эту тумбочку под себя настрою. О! Идеально! Ребят, я вообще могу что угодно под себя идеально настроить. Даже, вот, да, экран пуск новой операционной системы Windows 8. Вот, это... Ага. Рисую для себя любимого интерфейс операционной системы. Отлично. Если честно, чтобы чего-то достигнуть, нужно много работать. И поэтому я до сих пор учусь. Для этого мне нужен ноутбук, а также мне хотелось бы иметь планшет, чтобы общаться с друзьями в Твиттере и ВКонтакте. Здесь были показаны самые яркие и распространенные примеры. Реклама рекламой, а вот как встретили эту систему пользователи. А вот тут-то и начинается самое интересное. И встретили пользователи эту систему, ну, так себе. Большинству пользователей просто не нравилось новый меню пуск. Кроме того, они искали этот новый меню пуск и не понимали, как его открыть, куда тыкать-то. Следующим минусом был тот самый новый интерфейс Metro, который был адаптирован с учетом не только на управление мышью, но и на управление с помощью сенсорного экрана. И, собственно, у большинства юзеров были стационарные ПК или ноутбуки, нежели планшеты или ноутбуки с сенсорным способом ввода. Да и в целом, новая концепция работы с Windows 8 была сложна, и людям приходилось организовывать специальные курсы обучения для тех, кто привык к концепции логичности интерфейса из времен Windows XP. Microsoft эти возгласы заметила, удивительно, и они поняли, что что-то с Windows 8 идет не так, как задумывалось. Через год после выпуска Windows 8 Microsoft быстренько выпускает Windows 8.1, а Windows 8.0 была брошена в свалку и забыта как лютый страшный сон. Буквально. После окончания ее основной поддержки, а это был 2016 год, компания везде удалила ее образы, даже те, которые предназначались для восстановления девайсов Surface RT. И даже сейчас в интернете очень трудно найти образы MSDN. О расширенной поддержке Windows 8.0 после всего этого компания вообще даже заикаться не хотела. А от магазина Windows система была тихонько отключена в 2019 году. Несмотря на это, Windows Server 2012, по сути серверная версия восьмерки, совершенно спокойно поддерживается до конца 2023 года и до 2026 с расширенной платной поддержкой. Если вы смотрели прошлое видео про историю Windows 7, то возможно вы услышали что-то про платную поддержку обновлениями. И да, восьмерку тоже можно снабдить свежими обновлениями. Но это мы сейчас разобрали Windows 8.0, а есть же еще, так скажем, продолжение банкета – Windows 8.1. Какой она была, как там обстояли дела с опытом использования и вообще какая общая оценка и рецензия. А на этом все. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики и помочь достичь 50 тысяч подписчиков. Спасибо всем участникам и донатерам, которые поддержали канал. И огромное спасибо тебе
за просмотр. Не прощаюсь.